Здравствуйте, дорогие раки! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю с 28 октября по 3 ноября. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. Мы начинаем! В понедельник Луна останется в знаке зодиака Дева, в вашем третьем доме гороскопа, дорогие раки. А это все, что связано с бумагами, с какими-то справками, с документами. Договора и контракты символизируют третий дом. А Луна в Деве призывает нас навести порядок. Поэтому, может быть, пора какие-то бумаги донести в государственные инстанции или в какие-то организации. Или, наоборот, забрать какие-то бумаги, заявления, справки. В понедельник вы сможете это сделать, дорогие раки. Третий дом гороскопа – это транспорт. Может быть, вы пересядете с машины на автобус, на трамвай, на метро. Или, может быть, вы будете что-то делать с автомобилем, сдавать его на обслуживание в сервис или что-то покупать в автомобиль в понедельник вы решитесь. Может быть, что-то будете искать в интернете именно для своего автомобиля. Также это, возможно, обучение, третий дом гороскопа. И здесь вы можете сдать на права успешно, на водительский в понедельник. Или может прийти такая идея, почему мне наконец-то не начать учиться на водителя. И вы можете действительно куда-то поступить или изучать уже что-то онлайн. Третий дом гороскопа – это еще и поездки, недалекие поездки. Это могут быть командировки или куда-то за город. Вы можете запланировать какую-то поездку, это на дачу или в гости к кому-то в понедельник. Также раздражает любая неточность, когда Луна в Деве. Поэтому если автобус вдруг опаздывает, или знакомый вам сказал, что приедет в 3, а приехал в 5, вас будет это просто разрывать на части, дорогие раки. Самое главное – спокойствие. И пытаться понять любые ситуации в жизни, иногда вне нашего контроля. Третий дом гороскопа – это брат или сестра, может быть, вы с ними будете переписываться, созваниваться, какой-то информацией делиться, или наоборот, они вам будут рассказывать какие-то новости в понедельник. Когда Луна в знаке зодиака Дева – неудачное время для того, чтобы выяснять отношения с партнером. Я советую вам перенести важные разговоры на чуть-чуть попозже. Знак зодиака Дева отвечает за желудочно-кишечный тракт, за зрение и за слух. Будьте внимательны. 3 дня подряд, вторник, среда и четверг, Луна окажется в знаке зодиака Весы в вашем 4 доме гороскопа. Это хорошая возможность, чтобы пойти на примирение с кем-то из родственников. Может быть, вы сейчас в ссоре, или в недопонимании, или какой-то конфликт произошел в семье или среди близких. Вы сможете либо сами пойти на примирение, либо примирить какие-то две стороны. Ну, к примеру, родители поругались, и вы сможете их удачно помирить в это время. Поэтому вперед, дорогие раки! Когда Луна в знаке зодиака Весы, хорошее настроение нас может посетить в течение этих 3 дней. У нас появляется стремление к контактам, к встречам, к общению, потому что знак зодиака Весы – это все-таки воздушный знак, легкий знак, общительный знак. Поэтому это хорошее время, чтобы встретиться с родственниками, в гости их пригласить. Или самому, или самой приехать в гости к родным и о чем-то с ними поболтать. Хорошее время, чтобы посещать театры, выставки, кино, какие-то культурные мероприятия. Если запланируете, то выбирайте вторник, среда или четверг. Вы получите колоссальное удовольствие, дорогие раки. Это время также подходит для того, чтобы навестить свой отчий дом, свою родину, дом, где вы родились, там, где провели детство, где учились. Если у вас есть такая возможность, то выберите один из этих 3 дней и посетите свой родной дом, если вы живете вдали от него. 4 дом – это все, что связано с недвижимостью, поэтому, может быть, вы что-то будете покупать в дом, прикупать. Это может быть бытовая техника, какие-то хозтовары, это может быть мебель в том числе. Вы захотите сделать уют в своей квартире или в своем доме. Вот в течение этих 3 дней вы сможете что-то действительно найти. Также в это время можно заниматься куплей-продажей недвижимости, посещать какие-то нотариальные конторы, что-то заверять касательно недвижимости или встречаться с риэлторами в том числе. 4 дом – это переезды, и здесь я хочу предостеречь раков, потому что когда Луна в знаке зодиака Весы, наши решения могут меняться. Вы можете решиться на переезд или наконец-то сказать: все, я переезжаю от родителей, снимаю один квартиру, буду отдельно жить. Или вы решите переехать в другой город, или подальше от этих соседей, которые постоянно шумят, кряхтят. Вот во вторник, или в среду, или в четверг вы можете принять это решение. Но
в этот же период вы можете передумать, дорогие раки. Поэтому я советую любые какие-то решения касательно переездов или аренды недвижимости перенести. Вы можете поменять свое мнение или свое решение по поводу этого. Поэтому, пожалуйста, раки, будьте готовы, и любые какие-то вопросы и какие-то вещи, которые к вам приходят в голову по поводу аренды и переезда, немного отложите. Четвертый дом – это забота, это опека, это время, когда мы кого-то защищаем или защищают нас. Это могут быть наши родственники. Они могут нас защищать, к примеру, от какого-то решения касательно переезда, может быть, как раз. Может быть, вы скажете им: все, я переезжаю, я устал или я устала. И ваши родственники могут сказать: нет, подожди, еще немного, еще с нами чуть-чуть поживи. Или, может быть, вы к себе позовете родственников, они у вас будут жить. Либо вы возьмете под свое крыло, под свою ответственность племянника, сестру, брата, бабушку, дядю, тетю. Вот может и так проиграться Луна в 4 доме гороскопа. В эти дни, пожалуйста, берегите почки, мочевой пузырь, вены и все, что связано с кожей, потому что знак зодиака Весы отвечает именно за эти органы. Пятница и суббота Луна переходит в знак зодиака Скорпион, ваш 5-й дом гороскопа. 5-й дом – это дом творчества, дом хобби, дом самореализации, я бы так еще выразился. Эти 2 дня замечательно подходят, чтобы проявлять себя в социуме, чтобы показывать то, на что мы способны, предлагать наши услуги, делиться нашим творчеством и не бояться. Поэтому, раки, берите себя в руки и показывайте миру то, что вы делаете, каким хобби вы увлекаетесь. Возможно, к вам придут подписчики новые в эти дни. Или действительно какой-то человек заинтересуется вашим творчеством. На мой взгляд, это замечательно. Когда Луна в знаке зодиака Скорпион, также одновременно с этим мы можем остро реагировать на замечания, на комментарии в наш адрес. Вы можете вспыхнуть неожиданно. Поэтому здесь в течение пятницы и субботы, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не обращайте внимания на комментарии и замечания. 5-й дом гороскопа – это любовь, это флирты, это романы. Это хорошее время для одиноких раков с кем-то сходить на свидание. Найти человека, который вам понравится. Не обязательно, что это будет муж и жена, и дети и внуки дальше, а может быть просто человек, с которым вам интересно. Вы можете с таким познакомиться в эти 2 дня. Самое главное – проявлять активность. Луна в Скорпионе эту активность вам предоставить, так что пользуйтесь. 5-й дом гороскопа – это все, что связано с собственным бизнесом, поэтому, возможно, вы захотите что-то открыть, может быть, какая-то идея вас посетит, что все, хочу стать предпринимателем, или вас подтянет на что-то таинственное, на что-то скрытное, мистическое, может быть, вы захотите, не знаю, открыть свою школу астрологии или таро, или, может быть, какие-то консультативные вещи. Ну, в любом случае, будут какие-то идеи в пятницу и в субботу касательно своего бизнеса. Если у вас уже есть бизнес, то, возможно, будут какие-то замечания со стороны ваших сотрудников. Может быть, вы о чем-то с ними не успели договориться или выйти на какой-то компромисс. И, возможно, будут какие-то разговоры с сотрудником, которые могут вам не понравиться. Поэтому будьте готовы, раки, в пятницу или в субботу все-таки пойти на компромисс со своими подчиненными. 5-й дом гороскопа – это дети, это хорошее время для того, чтобы провести время с ними, что-то посетить, что-то красивое, или, может быть, творчеством с детьми заняться, если они еще маленькие. Если они уже взрослые, позвоните им, напишите им, прогуляйтесь с ними или что-то посетите, ну, к примеру, кафе или какой-то музей. Также 1 ноября новолуние в знаке зодиака Скорпион. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное новолунию, поэтому обязательно посмотрите. В эти дни, пожалуйста, берегите яичники, простату и гениталии. Знак зодиака Скорпион отвечает за них. Но в воскресенье Луна переходит в знак зодиака Стрелец, ваш 6-й дом гороскопа. 6-й дом отвечает за наше здоровье, за наше лечение, дорогие раки. Это хорошее время, чтобы задуматься наконец-то и сконцентрироваться над теми болячками или теми проблемами со здоровьем, которые у вас есть. Это хорошее время, чтобы посещать врачей, сдавать анализы, брать консультации и вообще обращать внимание на свое самочувствие, дорогие раки. Если что-то побаливает, и вы постоянно как-то отодвигаете это в сторону, вопросы касательно здоровья, вот в воскресенье, пожалуйста, все-таки перестаньте отодвигать ваше здоровье в сторону и начать что-то с этим делать. Вообще, когда Луна в знаке зодиака Стрелец, нас посещает оптимизм. Мы можем загораться какими-то новыми идеями. 6-й дом гороскопа отвечает еще и за наши обязанности на работе. Поэтому, может быть, вас посетит идея, как
организовать свое рабочее место, свое пространство, или как решить какую-то определенную задачу на работе. Вот кто-то постоянно выполняет одни и те же функции, а вам придет идея, как это все ускорить, допустим. Может и так. Когда Луна в Стрельце, плохо переживаются ограничения. Опять же, может быть, вам придется выйти на подработку, и вы поймете, что вы не можете встретиться с друзьями, потому что деньги сейчас важны для вас. Или из-за здоровья, из-за самочувствия в воскресенье вы не сможете встретиться с друзьями, поехать за город или посетить родных. Вот какие-то ограничения могут возникать в воскресенье и мешать вашим планам. Но все равно вы будете сохранять какой-то оптимизм. Не знаю, как это у вас получается, раки, но желаю вам здесь удачи. Также, когда Луна в Стрельце, наши высказывания могут быть прямолинейны, и эти высказывания могут затрагивать наших коллег на работе или наше руководство. Мы можем вот все, что подумали и сказали, а потом уже думаем о том, о господи, зачем я это сказал или сказала, что же будет дальше. Поэтому я советую в воскресенье, прежде чем говорить, дорогие раки, думайте, это очень важно. Помимо этого, шестой дом гороскопа отвечает за ремонт, ремонтные работы. Хорошо бы в воскресенье заканчивать какой-то ремонт, если вы его ведете в квартире или в доме. Или, может быть, вы будете что-то покупать для ремонта, обои, краску какую-то, или специальные предметы для того, чтобы ускорить процесс ремонта. Или это хорошее время для того, чтобы нанимать подрядчиков или звать кого-то на помощь, чтобы наконец-то прекратить этот ремонт раз и навсегда, поставить в нем точку. В этот день следите, пожалуйста, за печенью, поясницей и тазобедренными суставами, потому что знак зодиака Стрельцы отвечает именно за них. Дорогие раки, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Желаю вам крепкого здоровья. На следующей неделе это будет актуально. Также вы сможете решить вопросы, связанные с недвижимостью или с транспортом. Желаю удачи. Ну и уделите, пожалуйста, время своим родственникам. На следующей неделе вы сможете кого-то простить и отпустить старые обиды. Желаю вам любви и поддержки. Всем до свидания.